Друзья, всем привет! Сегодня поговорим об очень интересных трехдрайверных динамических наушниках от компании Arty. Приходят они в небольшой картонной коробке с изображением самих наушников и названием этой модели R1. И за звук здесь отвечает два динамических излучателя диаметром 6 мм и один динамический драйвер с диаметром 8 мм. Чувствительность составляет 102 дБ, и они получили 24 Ом импеданс. Теперь давайте рассмотрим комплектацию. Инструкция, сертификат качества и еще две карточки магазина. Ну и здесь можно увидеть график частотной характеристики этих наушников. Хороший фирменный кейс с надписью Arty на лицевой части. Отличный медный кабель с коннекторами 2 пин и штекером на 4,4 джек. Кабель по качеству изготовления реально хороший, менять его смысла нет. Два набора силиконовых амбушюр. И вот они сами, наушники, выполненные полностью из металла в темно-зеленой расцветке. Здесь находится стандартный разъем 2 пин, а чуть ниже расположились 3 акустических отверстия, которые свою функцию выполняют отлично. Тут находится надпись R1 Arty и маркировка канала, левый или правый. Ну а звуковод тут довольно средний по длине, с бортиком для лучшей фиксации амбушюр и защитной сеточкой сверху. И стоит сказать, что сидят эти наушники в ушах отлично, вообще никаких проблем при их использовании я не испытал. Использовал я с ними как стандартные амбушюры из комплекта, так и мои любимые Tanzu Sankai и новые очень классные амбушюры EPZ M100. Со всеми была очень плотная и глубокая посадка с отличной звукоизоляцией. А по источникам хочу сразу ответить, для всех, кто спрашивает, на чем я сейчас тестирую наушники. Вот такой вот новенький EPZ TP50. На него обзор тоже скоро будет. 7 Гц Artemis 39, это новинка, реально очень классный цапик, мне понравился. Топинг G5 и, конечно, топинг E1X2. Что самое крутое, это то, что у всех у них стоит разный ЦАП, поэтому сравнивать наушники вдвойне интереснее. И сразу скажу, что с любым из этих источников была отличная синергия. Наушники раскачиваются в легкую, и запас остается очень большой. Они не сильно требовательные и прожорливые в этом плане. А теперь предлагаю обсудить звучание трехдрайверных динамических наушников Arty R1. И начнем с их тюнинга, который четко выполнен с соблюдением целей Harman, но с некоторыми изменениями, которые я очень одобряю. А именно большее усиление мид-басовой области и более приглаженная верхняя серединка. Так как, давайте честно, оригинальный Harman 2019 довольно яркий, особенно если область верхней середины не компенсирует бас. Здесь же все выполнено правильно, и наушники звучат куда более сбалансированно и не ярко. Я бы сказал, даже совершенно не ярко, так как тут мы имеем очень теплый и нейтральный тон, и на слух наушники почти не окрашивают звучание и стараются звучать куда более достоверно, в отличие от многих наушников с этим тюнингом. Тембры тут натуральные, подача действительно приятная, это как раз те наушники, которые можно слушать длительное время без утомления, так как и высокие частоты на краю тут слегка нам прибрали, за счет чего сибилянтов в этой области вы совершенно не встретите. Да и подача в целом в этой области получилась очень музыкальная и деликатная. Но давайте по порядку. Низкие частоты мощные, раскатистые, довольно быстрые, и я могу вам смело сказать, что это действительно басовитые наушники. Бас тут занимает доминирующую позицию, он глубокий, весомый, но чуть менее прозрачный и текстурный, чем мне бы хотелось. Хотя к его ударности и панчу у меня вопросов нет. Просто хотелось бы, чтобы он был менее гладкий по восприятию и более очерченный в миксе. А вот за такую теплую и нейтральную подачу средних частот от меня респект. Они подаются максимально приятно на слух, при этом замечу, что важно, наушники играют не скучно. Это не мониторная и какая-то сухая и безжизненная подача, так как тут есть хорошая сохраненная энергия и драйв за счет небольшого усиления верхней середины, но это оформлено правильно и со вкусом, как раз на уровне наушников Flat Shure S08. Уверен, вы помните, что мне они понравились, и эти наушники также довольно похожи на них в плане тональности и подачи, и вот этого частотного баланса. Это просто тот случай, когда вы включаете их и наслаждаетесь прослушиванием, не сильно запариваясь как-то над аналитикой,
и какой-то хирургической точностью разделения всей композиции на части, в отличие от оригинального Harman 2019, где довольно большое усиление верхней середины, эти наушники не звучат чрезмерно ярко и вычурно, подача тут спокойная, вокал женский совершенно не крикливый, вот именно такое звучание наушников я люблю. Да, прозрачности мне бы тут хотелось побольше, но это единственное, что я бы хотел улучшить здесь, не испортив весь этот тюнинг. А вот высокие частоты тут нам немного отвели на задний план, слегка пригладили сибилянтные зоны, наверное, чтобы мы просто наслаждались музыкой и не обращали внимания на все эти аудиофильские нюансы, различные послезвучия и хирургический разбор композиций на отдельные слои. Подход к настройке этого диапазона точно выполнен в более музыкальном, спокойном, расслабленном стиле, где нету никакой яркости у тарелочек, а перкуссии очень плавно дополняют микс, не сильно как-то перетягивая на себя одеяло. Да, прозрачности в этом диапазоне и воздушности немного, особенно это познается в сравнении с другими гибридными и более дорогими наушниками, но если условно представить ситуацию, что вы купили эти наушники и у вас больше ничего нет под рукой, то я вам скажу как есть, вы не сильно-то и потеряете что-то. Так как я бы не сказал, что наушники прям скрыли от нас всю вот эту аудиофильскую тему, а скорее просто они дают нам так сильно и явно обращать внимание на все эти моменты, в отличие от других наушников в более высоком ценовом сегменте. А вывод по этим наушникам у меня получился таков. Arty R1 это отличные басовитые наушники с безумно теплой и приятной неутомительной подачей. Здесь вам и мощная полка реально около басхедного баса, теплейшая и подробная серединка и более приглаженные совершенно неяркие высокие частоты. С вами был Acid Genius, всем пока.